Удар по Зеленскому. Следователи постучали к экс-главе его офиса. Ермаку грозит 12 лет тюрьмы. Растрата сотен миллионов гривен во время войны. В центр Киева стянуты силовики. 10 миллионов долларов на элитные апартаменты. Антикоррупционные органы Украины публикуют детали о недвижимости для представителей украинской власти. Как выглядят дом Вовы и Андрея. Связь Зеленского с запрещенными веществами и обращение к Путину. Резонансное интервью экс-пресс-секретаря Зеленского и реакция Киева. Шутки и условия для разговора Путина и Зеленского. Когда и как? Киев сыт по горло. Украина и США на грани разрыва отношений из-за унижений Трампа. Детали. Оккупация и захват целой страны. Новая цель главы государства. Официальное признание из Вашингтона. Полиция Украины готовится к войне в тылу. Экстренная эвакуация правительства. Бой трудовым мигрантам и защита граждан страны. Кто призвал не подменять народы. А также бойкот Израиля. Европа против. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. И начну с главной новости последних часов. Удар по Зеленскому. Ближайший соратник, друг, коллега и ранее правая рука президента, экс-глава его офиса Андрей Ермак, назван фигурантом организованной группы, которая причастна к легализации практически 500 миллионов гривен. Это более 10 миллионов долларов. На элитном строительстве под Киевом. Так звучит официальное заявление Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые накануне вечером буквально в центре Киева вручили подозрение Ермаку. Уголовное дело открыто по статье, которая предполагает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. При этом НАБУ публикует 18-минутное видео, в котором рассказывает о схемах, к которым, по данным следствия, причастен Ермак. Речь, в частности, идет о 4 суперэлитных домах в кооперативе «Династия». Ранее в опубликованных пленках Миндича говорилось о том, что дома могут принадлежать, цитата, «Дом Вовы, дом Андрея, дом Чернышова и дом Миндича». Журналисты-расследователи предполагали, что Вова с пленок – это глава государства. В НАБУ же говорят следующее. Стоит отметить, что участники проекта «Династия» договорились построить на земельных участках общества 4 частные резиденции для собственного постоянного проживания. Траты на строительство, чтобы скрыть реальных владельцев, обозначали как R4, R3, R2, а также R1. Так, земельный участок в Козине выглядел в 2020 году, до начала застройки. Проекты будущих резиденций были согласованы членами «Династии», а площадь каждой составляла около 1000 квадратных метров. Следователи опубликовали еще часть переговоров о строительстве этих домов и утверждают, что после начала Большой войны в 2022 году строительство не остановилось, а наоборот, по данным расследования, даже ускорилось. Планировалось строительство еще одной резиденции, это зона отдыха, спа и спорта для общего пользования всех участников схемы. Следователи также опубликовали кадры, как должны были выглядеть эти дома, проекты и дизайн. Ранее, после первой огласки журналистами «Украинской правды», владельцы пытались вывести землю и недостроенные объекты из-под возможного ареста, но этого сделать не удалось, и теперь все дома арестованы. Кроме того, НАБУ и САП также заявляют о давлении на эксперта. Структуры по этому факту зарегистрировано отдельное уголовное производство. Отмечу, что сам Ермак вечером 11 мая неохотно комментировал происходящее, заявив, что у него нет домов, а есть лишь одна квартира і машина. Я не буду зараз нічого коментувати, коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар. У мене немає жодного будинку, в мене є тільки одна квартира. Ми хочемо від вас почути, ваша поліція. Моє ім'я Андрій Єрмак. У мене іншого ім'я немає. А підозру Андрій Єрмак отримав? В то же время центр Киева был перекрыт накануне вечером. Оппозиционные депутаты, а в частности Гончаренко, уверяют, что на Банковую были стянуты силовики, люди в форме, полиция, а прилегающие улицы к той, на которой находится офис Зеленского, заблокированы автобусами. Он задался вопросом: интересно, а что происходит? При этом депутат Железняк намекает на то, что в квартире Ермака, которая находится в центре столицы, проходят обыски.
И еще одно резонансное событие. Вечером 11 мая вышло большое интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского. Юлия Мендель в интервью американцу Такеру Карлсону решила пройтись по банковой катком. Она заявила, что Украина разваливается, обвинила Зеленского в нездоровом национализме и даже намекнула на психологические проблемы. Самый громкий момент – слова о том, что ей якобы рассказывали о возможном употреблении Зеленским запрещенных веществ в прошлом, хотя сама она этого не видела. Мендель также неожиданно призвала не демонизировать Путина и со слезами обратилась к нему на русском языке, умоляя остановить войну. Уже есть реакция Киева. Советник офиса Зеленского Литвин ответил максимально холодно, сказал, что она не в себе, никакими инсайдами Мендель не владеет, давно не участвует в принятии решений и воспринимать ее заявление всерьез не стоит. Еще одна статья. В Украине заочно вручили еще одно подозрение экс-нардепу Евгению Мураеву, которого в 2022 году Россия собиралась поставить президентом Украины вместо Зеленского. Такие сообщения тогда активно появлялись в ряде мировых СМИ. Но обо всем по порядку. На этот раз СБУ заявляет, что теперь Мураев будет отвечать за продвижение прокремлевских нарративов и отрицание российского вторжения. В заявлении СБУ говорится, что Мураев называет войну гражданской. Кроме того, следствие утверждает, что Мураев из-за границы распространял дезинформацию об Украине, призывал украинцев сложить оружие и оправдывал оккупацию части территории страны. На этот раз Мураеву заочно сообщили о подозрении по статье об оправдании и отрицании российской агрессии, говорится в заявлении СБУ. Цитирую. «Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности. Напомним, что фигурант находится в розыске по фактам государственной измены, а также разжигания национальной вражды и ненависти. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества». Сам Мураев находится в Китае и уже отреагировал на это подозрение. Он заявил, что узнал о нем из прессы. Вторую революцию на Майдане назвал не конституционным переворотом, а войну вновь гражданской. Кроме того, в сообщении говорится, что он работает над неизбежным и скорым свержением Зеленского. Напомню, что в январе 2022 года, буквально за месяц до похода российских войск на Киев, МИД Великобритании выпустил экстренное заявление, в котором говорилось, что российское правительство рассматривает именно Мураева как возможного кандидата на пост главы пророссийского руководства в Украине. Далее цитата из материала агентства Рейтер от 23 января 2022 года. «Мы не потерпим кремлевского заговора по установлению пророссийского руководства в Украине», написала в Твиттер министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Кремль знает, что военное вторжение стало бы огромной стратегической ошибкой, а Великобритания и наши партнеры возложили бы на Россию серьезную цену. Сам Мураев тогда отвергал подобные заявления, как и российский МИД. Разговор Путина и Зеленского не произойдет внезапно, как гром среди ясного неба. Об этом заявил новый глава офиса Зеленского Буданов во время визита в Литву. Там он вновь повторил, что Украина готова к диалогу с Путиным. Далее цитата: «если намеки России на диалог являются реальными». Это реакция Киева на недавнее заявление премьера Словакии Фица, который после встречи с Путиным заявил, что Зеленский сам должен позвонить в Кремль, если хочет выйти на диалог с Путиным. Буданов сначала пошутил, заявив, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами разорваны, а такие звонки по мобильному телефону не проводятся. А потом подтвердил, что Киев готов к диалогу, при этом заговорил и о не вечности. Послушайте. «Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить, заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла», добавил Буданов. Он подчеркнул, что ситуация на фронте является стабильной, как и российский режим. Но в этом мире нет ничего вечного, отметил бывший глава украинской военной разведки. Параллельно Украина, похоже, готовится к более длительной войне с Россией, а также к будущему с меньшей американской помощью и даже к полному разрыву отношений. Об этом говорится в материале New York Times. Авторы пишут: Зеленский сыт по горло. Он впервые за долгое время начал публично критиковать США. После начала войны США и Израиля против Ирана переговоры по Украине фактически заморожены, а Киев все чаще обвиняет Вашингтон в давлении именно на Украину, а не на Россию. Зеленский открыто заявил, что смягчение санкций против российской нефти дает Кремлю чувство безнаказанности. На Банковой все меньше верят, что Трамп остается нейтральным посредником, говорится в публикации. Пока же Киев зависит от данных американской разведки, которая помогает ВСУ. В остальном Украина ищет помощи в других странах и занимается собственными разработками, пишет издание. Цитата.
Путь к потенциальному разрыву с США усеян неудачами и унижениями для Украины. Через месяц после вступления в должность Трамп и его окружение унизили Зеленского на встрече в Белом доме. Трамп неоднократно пытался переписать историю, заявляя, что войну начала не Россия, а Украина. Администрация Трампа заигрывает с Россией, одновременно сократив помощь Украины на 99%. До недавнего времени руководители Украины в основном молчали, надеясь избежать полного разрыва. Берлин и Киев расширяют выпуск сверхдальних дронов с радиусом действия до 1500 километров. Об этом заявил министр обороны Германии Писториус, который накануне побывал в Киеве. Стороны сосредоточены на проверенных проектах и совместно развивают производство, сказал он. Особый акцент немцы делают на БПЛА большой дальности. По словам Писториуса, при массовом применении они способны перегружать и прорывать противовоздушную оборону противника. Германия намерена и дальше активно развивать это направление, в том числе в рамках НАТО. Кроме того, ФРГ официально присоединяется к украинской платформе Brave One. Через нее перспективные разработки будут тестироваться прямо на поле боя. Экстренная эвакуация и нападение на здание правительства, теракт в центре столицы. Литва готовится к такому инциденту. В центре Вильнюса прошли внезапные учения по сценарию террористической атаки на дом правительства республики. По легенде, внутри здания произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар, появилась также угроза дальнейших взрывов. Спецслужбы отрабатывают вариант экстренного спасения и эвакуации руководства Литвы. Задействованы силы спецназа. В целом в операции участвовали антитеррористическая полиция, пожарно-спасательные службы, скорая помощь с мобильными госпиталями и охрана первых лиц страны. Сигнал тревоги для участников был реальным и внезапным. Службы не предупреждали заранее, чтобы проверить их реакцию в условиях максимального стресса. Власти Литвы заявили, что главная цель – проверить, как быстро государство сможет реагировать в случае атаки на центр управления страной. Полиция Украины готовится к войне в тылу. После апрельского теракта в Киеве, унесшего жизни 7 человек и побега полицейских с места ЧП, МВД Украины запустила тотальную переподготовку патрульных полицейских. Первые 200 правоохранителей уже переброшены на полигоны для интенсивных учений. По словам главы ведомства Клименко, теперь патрульные будут жить на полигонах поочередно. Подготовка касается всех подразделений, максимально приближена к боевой. Двухнедельный курс включает жесткую огневую подготовку в стрессовых условиях, тактическую медицину, штурм помещений, задержание вооруженных преступников, психологическую устойчивость и работу в команде. В конце сложный экзамен с моделированием реальных боевых сценариев. Такие тренировки призваны сформировать у правоохранителей устойчивость к стрессу, ведь именно это часто становится определяющим фактором во время реальных чрезвычайных ситуаций. Инструкторы отмечают, человек, который уже проходил подобные сценарии во время практической подготовки, имеет гораздо больше шансов действовать эффективно во время настоящей угрозы. Напомню, украинцы неоднократно поднимали вопрос отправки патрульных на линию фронта, как вариант для выполнения мобилизационного плана. Трамп готовит оккупацию Венесуэлы. Президент США всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам. Она может стать 51-м штатом Америки. Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре журналисту Fox News Джону Робертсу. Позже на брифинге в Белом доме Трамп сделал несколько заявлений по Ирану. По его словам, перемирие с Тегераном на грани выживания, поскольку Иран прислал абсолютно неприемлемый ответ на американские предложения. Иранцы, говорит Трамп, устно согласились на ключевые условия Вашингтона, в том числе на передачу запасов обогащенного урана, однако в официальном письме полностью пошли на попятную. При этом лидер Белого дома уверяет, что у него есть простой план, который решит эту проблему. Какой именно, Трамп не уточнил. И снова повторил, что Иран не может иметь ядерное оружие, при этом намекает на возобновление ударов. Пока что перемирие остается в силе. Оно невероятно слабое. Я бы сказал, что оно самое слабое на данный момент. Я бы сказал, что перемирие находится на огромном аппарате жизнеобеспечения. Когда врач заходит и говорит: «Сэр, у вашего близкого человека примерно 1% шансов на выживание».
На фоне глобальной нестабильности Трамп отправляется в Китай на переговоры, которые могут затронуть сразу 3 взрывоопасные темы. Президент США заявил, что во время визита в КНР 13-15 мая обсудит с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Ирана, вопросы мировой энергетики и, вероятно, поставки американского оружия Тайваню. В Пекине перед встречей дали понять, что разговор будет иметь глобальное значение. В частности, Си и Трамп обсудят не только отношения двух стран, но и вопросы мира и развития во всем мире. Обращения к правительству украинцы должны быть в приоритете. На сайте Кабмина Украины появилась резонансная петиция. В документе говорится, что правительство должно отказаться от политики массового завоза и трудоустройства иностранцев и вместо этого создать условия для возвращения своих граждан из-за границы. А для тех иностранных граждан, которые все-таки хотят работать в Украине, надо ввести интеграционный фильтр, написала автор петиции. То есть обязать трудовых мигрантов сдавать экзамены по украинскому языку и истории, а также привлечь к обороне страны. Кроме того, предлагается ввести высокий сбор для работодателей за каждого иностранца, а разрешение на работу аннулировать за нарушение законов или неуважение к национальным ценностям. Автор подчеркивает, украинский работник должен быть на первом месте, а трудовая миграция исключением, а не способом замещать своих людей. Для реализации этого мы требуем приоритетное бронирование и возвращение украинцев, ввести программу «Трудовое возвращение», предоставить гарантированное бронирование от мобилизации для граждан Украины, в том числе выехавших до 2022 года, которые готовы вернуться в Украину для работы в критических отраслях – строительство, энергетика, производство. Бойкот Нетаньяху. Сразу 5 стран официально отказались от участия в Евровидении 2026. Таким образом, Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения выступают против допуска Израиля к международному песенному конкурсу. Как пишет BBC, это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю Евровидения. Нацвещатели объясняют свою позицию военной операции еврейского государства в секторе Газа, которая началась после атаки Хамас в октябре 2023 года. Также звучит критика, что страны, ведущие войну, Израиль и Украина, не должны участвовать в конкурсе, так как это разрушает принцип нейтральности и провоцирует политическое голосование. В МИД Израиля уже отреагировали на бойкот, там заявили, что Евровидение – это праздник музыки и братства народов, а не площадка для политических очков. А бойкот, говорят в ведомстве, позорный и лицемерный. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий и за каждый репост этого видео. До встречи уже завтра.